Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня рисуем с вами японский пейзаж акриловыми красками. Итак, начнем с неба. Сделаем замес для верхней части неба. Ультрамарин – это у нас холодный синий цвет. Смешиваем с небольшим количеством белой краски. И широкой плоской кистью распределяем этот замес по верхней части холста. Постепенно добавляем больше белого и делаем растяжку вниз. Чем ближе небо к горизонту, тем оно становится светлее и теплее. Поэтому сейчас мы добавим немножечко зелени. То есть мы делаем растяжку от холодного синего к теплому светлому синему. Через ультрамарин, через голубую, через добавление немножко изумрудного цвета. Для того, чтобы все наши оттенки лучше смешивались между собой, краска должна быть немножечко жидковатой. У линии горизонта, которая делит наш холст пополам, небо самое светлое, поэтому смело добавляем больше белил. А теперь будем рисовать воду, какое-то озеро и отражать в нем наше прекрасное безоблачное небо. Цвета используем те же, но уже с меньшим количеством белил. Здесь краску можно распределять не слишком ровно, так как на воде будет легкая рябь. Чем ниже по холсту мы опускаемся, тем больше темной синей краски мы добавляем. Сделаем замес для будущей горы. Для этого смешаем синий, красный, немножко черного и немножко белого. И для начала нарисуем силуэт горы. Это будет ее теневой частью, а также фоном для снега. Заглаживать краску не нужно. Будет лучше, если вы оставите какую-то фактуру мазков, какую-то шероховатость, неровность. Внизу мы добавляем чуть больше белого, покажем такую легкую дымку на дальнем плане. Ну и то же самое мы делаем в отражении воды, но больше горизонтальными мазками. Я возьму свой любимый инструмент для создания снега. Складываю бумажку с неровным краем и макаю ее в белую краску.
Если нажать на нее посильнее, появится легкая шероховатость. Добавим больше контраста, больше темного синего цвета. И таким образом покажем остроту пика нашей горы. В отражении воды повторяем то же самое, но уже горизонтальными движениями, так как вода находится в горизонтальной плоскости. Теперь воспользуемся упругой плоской кистью для показа ряби на воде. Какие-то волны будут светлее, какие-то темнее. Можно накладывать их в совершенно хаотичном порядке. Теперь смешаем черный цвет с зеленым, с синим и с небольшим количеством белого. И рисуем деревья дальнего плана. Ну и наконец будем рисовать ветви дерева японской вишни. Кисточку возьмем мягкую, круглую, с длинным ворсом. Краску при этом нужно достаточно хорошо разбавить с водой, для того чтобы кисть лучше скользила по холсту.
Теперь, дорогие друзья, давайте с вами поэкспериментируем, попробуем изобразить цветы сакуры необычным инструментом, ватными палочками. И начнем с темного бордового цвета. Постепенно высветляем этот цвет, уже меньше бордового, больше красного, чуть больше белого цвета. Ну вот и все, мои дорогие, наша картина готова. Я надеюсь, вам было приятно рисовать вместе со мной. Если это так, ставьте палец вверх, пишите ваши комментарии. Всем желаю приятного рисования и до встречи в новых уроках.